Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю познакомиться с довольно интересными полноразмерными наушниками от уже знакомого нам бренда Avidii. Называется модель TX901 или боевая броня. Последнее название она получила в силу специфики оформления внешней части чашечек, напоминающей доспехи боевой колесницы. Из особенностей это открытые 100-мм планарные наушники с основными элементами, выполненными исключительно из металла, то есть дорого и богато. Собственно, поехали! Пришла модель в довольно габаритной картонной коробке с изображением самих героев обзора и полным списком технических характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 34 Ома, чувствительность 116 дБ на милливатт и вес конструкции равный 420 грамм. Весь комплект здесь состоит только из самих наушников и толстого такого соединительного кабеля в матерчатой оплетке, длина которого составляет 1,3 метра, штекер прямой, металлический на 3,5 мм, а с обратной стороны расположились пара коннекторов по 2,5 мм. По заверениям продавца, данный кабель может быть заменен на балансный, однако в комплекте такой не предусмотрен. Аппаратура выдала его сопротивление равным 0,418 Ом, что, конечно, не рекорд, но вполне достойно. Сами наушники, как я уже упоминал, выполнены в виде открытой полноразмерной конструкции со 100-мм планарным излучателем внутри. На голове она сидит удобно, хотя и не имеет явно выраженного механизма удлинения дужки. Вместо этого тут применили пружинистое оголовье, судя по всему, из кожзаменителя, над которым зиждется металлический каркас, выполняющий еще и свойства ограничителя. Чашечки здесь наделены двумя степенями свободы со смещением где-то на 90 градусов влево и вправо и примерно на 30 градусов вверх-вниз. Амбушюры очевидно съемные, места в них более чем достаточно, уши особо не потеют, а сама конструкция надежно фиксируется на голове. С внешней же их части находится та самая боевая броня, создающая особый антураж данного устройства. Выглядит, друзья, все это просто фантастически, да и по функциональности никаких вопросов нет. Для соединения на верхней части наушников и на самих коннекторах имеются обозначения левый-правый, так что запутаться невозможно. Вот так вот, друзья, все это, собственно, и выглядит. Для получения графиков я использовал свой аудиоинтерфейс Moto M4, измерительный микрофон Behringer ECM 8000 и соединительный XLR кабель от KNR. В результате мы получаем довольно быстрый, как в игровых решениях, импульс и искажения в пиках, достигающие около 0,4%. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют в минимумах 80 и 100 миллисекунд со значительными возмущениями в нижней половине спектра. Настройка же АЧХ здесь очень близка к линейной. Низкие частоты нам слегка приподняли на 7 дБ, верхнюю середину на пару децибел опустили, а самый верх, наоборот, немного выделили. Не очень лаконично, конечно, получилось, но все это легко можно списать на неидеальность моего измерительного стенда. В плане звучания Avidii TX901 балует нас отличной прозрачностью средних частот, глубоким и довольно текстурным басом и, очевидно, притушенными верхами. Из-за чего мы имеем просто великолепный по глубине базис, плавно перетекающий в четкую подробную картину средних частот, а затем вся эта энергия столь же стремительно гасится на верхах, тем самым ослабляя эмоции и чуть прибирая выразительность. Кроме того, я обнаружил еще, друзья, одну не очень приятную особенность данной модели. Заключается она в усилении эха. Если в записи присутствовали отражения, то звучание становится слишком уж гулким. Так что для какой-то не особо качественно записанной или сведенной музыки данные наушники не годятся от слова совсем, как и для просмотра любительских видеороликов из сети. Фильмы и сериалы, друзья, не в счет. Там все подается просто сногсшибательно. Взрывы, диалоги, фоновая музыка прямо пробивают до мурашек. То есть для игр и кино модель действительно зачетная. Хотя планары всегда были очень требовательны к усилению, отчего мало кто будет брать их для использования в таком ключе.
Если же говорить исключительно о музыке, то общее ощущение от, казалось бы, открытых наушников, на удивление, получилось закрытым. Звучанию, на мой взгляд, не хватает воздуха и пространства. Впрочем, этот нюанс сильно зависит от жанра. Так, для музыки, ориентированной на низкие частоты, подобного эффекта, друзья, вы не заметите. Как и в случае каких-либо старых записей, где верхов изначально было немного. А вот на современной около-джазовой музыке получается, хотя и жирно на низах, очень эффектно на середине, но как-то слишком зажато на высоких. При этом, если закрыть ладонью всю внешнюю часть чашечек, то появляется такой неприятный эффект сибилянтов. Примерно то же самое происходит при закрытии рукой нижней половины. А вот если прикрыть только верхнюю часть чашечек, то звук мне начинает нравиться куда больше. Проявляется описанное выше пространство, да и сама атмосфера становится намного изысканнее, как того, собственно, и ждешь от планаров. Конечно, можно было предположить, что просто мой усилитель не справился с довольно требовательными наушниками. Признаюсь, я и сам так думал, пока не подключил их к SMSL H200, выдающему до 6 Вт мощности на 32 Ома нагрузки. Однако и в этом случае ничего особо не поменялось. Да, стало чуток лучше, но не то, чтобы совсем другая картина. Из плюсов хочется выделить вполне корректное формирование сцены. Музыка играет строго перед нами, а не вдалеке или вокруг нас. Окружающим людям она в связи с типом конструкции будет, естественно, слышна, но тут совсем ничего не поделаешь. И именно этот факт ограничивает их использование на открытых пространствах, студии или, например, в общественном транспорте. Микронюансы присутствуют в полной мере, мелодичности тоже в достаточном количестве, а прорисовка текстур так вообще волшебная. Планары, друзья, тут нечего добавить. Разбивая по частотам, бас здесь реально глубокий и очень эффектный. Середину уже хочется определить как прозрачную и утонченную. Ей вполне хватает собственной массы, детализации и общей четкости. Но, как по мне, маловато яркости и объема. С верхами же тут, судя по всему, решили вообще не заморачиваться. Все отзвуки, конечно, присутствуют. Тарелочки звенят, но над всем этим прямо очевидно давлеет ощущение закрытого пространства, словно нас поместили в еще одно помещение внутри помещения. Лично мне тут не хватило воздуха, протяженности и ярко выраженной экспрессии. Идея, подача, качество изготовления, удобство – все на высоте. Немного подвело лишь звучание. Ну и требования к усилению здесь весьма существенные. В телефон или маломощный плеер такое, увы, не подключить. В данном случае здравая идея была бы сразу комплектовать их балансным кабелем на 4,4 мм. Для любителей музыкальных направлений с упором на бас, записей старой школы, компьютерных игр, кино и сериалов модель вполне оправдывает свою цену. Но она далеко не универсальна. Что-то более-менее акустически сложное или, наоборот, контент низкого качества дается наушникам с переменным успехом. По поводу привыкания, сидел в них до 4 часов к ряду, но ощущение неестественности так никуда и не делось. Итогом, полноразмерные планарные наушники AVIDI TX901 выглядят, как по мне, просто потрясающе. Очень удобно сидят. Все подвижные элементы выполнены исключительно из металла. Отличный прижим к голове. Уши в них практически не устают и не потеют. Да и в комплекте идет очень достойный сменный кабель на 3,5 мм. В очевидные минусы могу отнести лишь открытую конструкцию самой модели, которая сильно ограничивает использование в студии или, скажем, людном офисе. Но это больше придирка, поскольку те, кто выбирает подобные наушники, вполне осознают данные особенности и способны с ними мириться. По звуку же я испытал откровенный восторг в отношении глубины и сочности низких частот, просто потрясающего разделения и некоторой утонченности середины и практически идеального построения виртуальной сцены. Не понравилось же мне то, как модель усиливает эхо и некоторая зажатость на высоких частотах, которая воспринимается как нехватка воздуха и некоторое такое ослабление энергии, изначально заложенной в музыку. Наушники, на мой взгляд, далеко не универсальные. Я бы их советовал только для басовых стилей, старого доброго рока, стилей 80-х, 90-х годов или качественного игрового или видеоконтента. По звуку же мне кажется, что не дожали. Но это лишь мое субъективное мнение. Очень рекомендую познакомиться с данной моделью самостоятельно и сделать свои собственные выводы. А на этом у меня все. Это были открытые планарные наушники AVIDI TX901. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.